Как ты тренируешься перед походами и восхождением в горы, особенно перед 8000 и перед К2? Это самые часто задаваемые вопросы, которые оставляли подписчики в комментариях. Я всегда обещался записать детальное видео об этом, о тренировках, о процессе, о том, какие типы тренировок, как построить процесс, как сделать подготовку. И наконец-то этот момент настал. Сегодня будет такое видео, будет максимально полезно и интересно. А как бонус будет ссылка на мой тренировочный план, где я буду зелененьким отмечать свои тренировки. Вы сможете зайти на Google документ и тоже все контролировать и строить свои тренировочные планы схожим образом. Итак, к горам раньше я тренировался по подходу абы как. Все дело в том, что даже перед Эверестом у меня тренировочного плана не было. Я много ходил в горы. Собственно, горы это тоже такой неплохой тип тренировок перед восхождением, потому что идя в горы ты тренируешь горы. Это в принципе логично, это работает. Но такого продуманного, целенаправленного тренировочного плана у меня никогда не было. Даже перед Эверестом я просто возвращался с очередной поездки сюда на Большую Землю и просто бегал. Бегал 3-4 раза в неделю на длительные дистанции, примерно 10-15 раз делал длительную на 20 километров. По сути это было все. И тут уже я делал одну большую ошибку, о которой сразу на начале видео хочу вам сказать. Это бег в быстром темпе. Просто бытует такое мнение зачастую, что если тебе тяжело во время тренировки, значит такая тренировка максимально эффективна. Я вот тоже бежал быстро, мне было тяжело, я задыхался, я думал, блин, ну раз мне тяжело, значит я, конечно, максимально расту и все время старался бегать быстро. На самом же деле, наверное, 90% от всего тренировочного плана и процесса должны занимать именно медленные пробежки, медленные тренировки. И только небольшая часть должна быть интенсивных тренировок. Собственно, это уже включается научный подход. И здесь перед К2 это самый серьезный вызов, который на данный момент передо мной стоит. И я попросил помощи у Никиты. Оп, и он появился. Никита, К2 серьезная гора, требует хорошей подготовки. Во-первых, заранее спасибо за составленный мой тренировочный план. И давай сегодня для наших зрителей разберемся, во-первых, о том, как готовиться к обычным горам, более низких, и перейдем к моему тренировочному плану, где разберем его в деталях. Да, привет всем. Буду рад сегодня порассказывать про тренировки. Популярный вопрос. Скажи для начала, какие аспекты физической подготовки важны для походов и для восхождений? Да, в принципе, для восхождения все аспекты физической подготовки важны. Ну, в любом случае, да, нас часто спрашивают перед организацией восхождений тоже, как готовиться, что делать и все остальное. Ну, и это хорошо, если люди спрашивают. В первую очередь, мы всегда рекомендуем, что тренировочный процесс, если человек хочет упорядоченно тренироваться, должен строиться от цели, а не наоборот. То есть ты знаешь, на какую гору собираешься, и уже относительно этого строишь свои тренировки. То есть, может быть, там должно быть максимально много упражнений каких-то на выносливость, а может быть, наоборот, это зависит от высоты и рельефа, который будет на горе. Хорошо, если это среднее восхождение или поход, не самый технический. Если это популярная там какая-то вершина, да, условно, например, да, классическая какая-то гора, где, там какое-то лазание не предвидится, то есть все просто хождение, например, по снегу в кошках, то в целом основные тренировки можно провести и дома, не надо никаких там специальных мест, скалодромов, еще чего-то, то есть достаточно просто большое количество аэробных тренировок, это могут быть пробежки, могут быть прогулки с рюкзаком по пересеченной местности, может быть много ходьбы вверх, например, по ступенькам, или там тренажеры специальные, стейрмастеры. А плавание, кроссфит подходит или нет? Плавание, в принципе, тоже хорошая тренировка. Хорошо влияет и на увеличение максимального объема легких, и на другие там важные показатели, которые в горах тоже нужны и тоже помогают. Можно, то есть полностью заместить тренировки плаванием, не получится, потому что все равно, лучше всего, когда тренировка максимально имитирует ту нагрузку, которую вы ожидаете. То есть, если вы не ожидаете, что вы на восхождении на Казбеке будете плавать, то не стоит плавать все время. Ну что я знаю про плавание, что
Оно прокачивает мышцы, но в то же время, если там проблемы условно с коленями и не можешь бегать, то оно не дает большую нагрузку на суставы, оно такое менее травмоопасное. Да, в этом плане правда, но в принципе у нас большое количество есть людей, там, участников постоянных, да, которые там имеют какие-то травмы там, в прошлом, например, там, в молодости, еще что-то, и не все могут все время бегать, и это в принципе нормально, то есть и даже если у этих людей нет возможности плавать, то заместить бег, ну, там, тренировками, какими-то интервальной ходьбой с весом, ну, всегда можно. То есть даже если вы не можете там бегать 10 километров несколько раз в неделю, то это не значит, что вы не сможете хорошо подготовиться там, к восхождению, не знаю, на 8000-ник, например. Условно берем рюкзак и идем условно, по городу. Условно, да, не обязательно по городу, да, то есть можно тренироваться там на пересеченной местности, если вы в Киеве, не знаю, там в Голосеево. Самый большой перепад вертикальный в Киеве, это от Днепровской набережной, например, до метро Арсенальная, там 90 метров. Можно там заниматься, если есть желание где-то в городе. Можно просто ходить в фитнес-клуб. И есть сейчас большое количество клубов, где есть стейрмастеры или степперы, то есть где вы можете задать нужный вертикальный перепад и просто как по ступенькам идти, грубо говоря, как по эскалатору. Хорошо, расскажи, на что ты, от чего ты отталкиваешься, когда строишь тренировочный план, на что ориентируешься, ну, если у нас есть базовая цель, там, базовый пятитысячник. Человек вот пришел, говорит, хочу тренироваться, что мне делать? Да, если есть цель известна, то это в принципе вообще хорошо тогда. То есть бывает, что люди наоборот говорят, что хочу тренироваться, куда еще пойду, не знаю. Тут уже посложнее, но в целом, то есть если человек реально не знает, куда он пойдет, то мы можем понять, что его уровень там технический и относительно невысокий, и то есть вряд ли он там на что суперсложное полезет, поэтому мы себе понимаем, что все равно это больше все-таки общефизические будут упражнения, а не какие-то специальные. То есть если мы знаем объект, то мы уже можем понять, с каким объемом нагрузок человек столкнется на восхождении, там, какие максимальные вертикальные перепады будут, какие продолжительности этих нагрузок, и уже относительно их можно тренировочный план построить. То есть, условно говоря, если мы знаем, что у вас там на восхождении планируется, например, 3 дня подряд, во время которых вы будете набирать там порядка 600-700 метров по вертикали, то, например, это может быть уже одним из мерил построения тренировочного плана, то есть, что в будущем, когда вы будете, максимально приблизитесь по времени к выезду уже, да, в горы в своем тренировочном, то есть перед выездом в горы в своем тренировочном цикле, вы должны вот этот же объем, допустим, выполнять, либо этот же плюс какое-то количество процентов, например, 20. То есть если вы на уровне моря, там, на равнине в Киеве делаете там 900 метров 3 дня подряд, то это по-любому, что вы сделаете там 700 где-нибудь на 5000. А что значит 900 метров? Не всегда же есть возможность найти перепад. Или людям ходить по это я к примеру говорю, да. То есть, если, допустим, вертикальный перепад вы используете в тренировках, то можно уже от этого строить. Можно, если вообще нет... Можно его не использовать? Какой-то процент в тренировках лучше, чтобы был все равно таких упражнений с вертикальным перепадом. Есть много всяких смешных историй по этому поводу, там, серьезных альпинистов, которые много тренируются, что люди, которые попадают там, условно, работают где-то в равнинной зоне, у них вообще нет вариантов, да, кроме там ступенек и домов. И есть одна история про одного известного американского чувака, который жил где-то там в каком-то штате Дакота, где жил в частном доме, и вокруг в радиусе 100 километров ничего вообще не было. И он занимался тем, что зашагивал на табуретку каждый день там по сколько-то тысяч раз, и в принципе это тоже работает. Тут вопрос подхода и вопрос того, как человек там мотивирован. Вот. Но заменить, конечно, частично получится там какими-то интервальными тренировками, еще чем-то. То есть для организма, для легких, для сердечно-сосудистой системы смоделировать эту нагрузку можно, но проблема в том, что все равно вы не будете до конца развивать те группы мышц, которые у вас на горе будут работать, если в горку не будете ходить. Шагать на ступенечку, мне кажется, нормально. Нормально, только если тебе надо там 700 метров сделать перепады за тренировку, раздели 700 на 30 сантиметров, например. Мне кажется, это похоже на бег по дорожке беговой зале. Да, только еще более занудно, по-моему. Я смотрю себе, включал YouTube, какой-то видосик нахожу, смотрю видосик на YouTube,
и бегаю себе, так немножко более увлекательно. Давай попробуем такой какой-то базовые рекомендации по тренировке. Вот человек с нуля хочет до Казбека, на что ему обратить внимание, ну самые такие общие основы, а потом уже перейдем конкретно к моему плану перед К2. Общие как бы пункты, ну, моменты, на которые стоит обратить внимание, такие. То есть, если вы не есть продвинутый там восходитель, а просто как бы начинаете только и не знаете, скажем так, с чего начать тренировки, то однозначно самое первое, над чем стоит работать, это ваша возможность пережить вот большой объем нагрузки. То есть это то, к чему большинство людей не готовы. Соответственно, большие аэробные нагрузки, вот они должны преобладать в тренировках. То есть это много ходьбы, много медленной трусцой пробежек. То есть имитируете ту интенсивность нагрузки, которую вы и ожидаете на восхождении. То есть люди часто бывают, как раз, по-моему, рассказывал, только что делают популярные ошибки, начинают там бегать, как будто бы они собираются рекорд поставить или там от собаки убежать. Вот, то есть так делать не нужно, потому что на горе вы все равно бегать не будете, как укушенный. Вот, ну и у вас и возможности не будет, и рельеф это не позволяет. То есть вам надо имитировать те нагрузки и тот темп, который будет на восхождении. Как можно определить этот темп? Как можно определить? В принципе, если там человек не покупает никаких там специальных гаджетов, самый простой вариант, по которому вы определяете интенсивность своих тренировок и темп во время тренировок, это вентиляция. Ну, вентиляция легких в смысле. То есть как вы дышите. Конкретно по дыханию вы можете определить, в какой зоне, то есть это не 100%, но приблизительно вы можете определить, в какой зоне вы сейчас находитесь, то есть в какой зоне работает организм. Это может быть аэробная зона, либо анаэробная. Вы можете приблизиться там к своему анаэробному порогу, то есть это момент, когда в крови уже недостаточно кислорода во время нагрузки. То есть это момент, когда вы начинаете уже задыхаться и дышать ртом, да, например. Вот, то есть все основные тренировки там, для новичков, начинающих, которые хотят хорошо подготовиться к восхождениям, они должны проходить там 90% в аэробной зоне. То есть это тогда, когда вы можете спокойно дышать носом во время, допустим, пробежки, можете разговаривать. Мерилом там, того темпа вашего рабочего может быть такая штука, часто советуют тоже, там, вы бежите трусцой, если вы во время бега трусцой можете, там, не знаю, стишки вслух читать, значит, это вот тот темп, который, достаточно хороший для того, чтобы подготовиться к восхождениям. Если вы бежите так, что слова сказать не можете, начинаете задыхаться, значит, вам надо немножко сбавить обороты, лучше тренироваться, с меньшим темпом. Ну, я вот по себе тоже бегаю сейчас без пульсометра, просто выбираю темп, в котором я могу говорить длинными предложениями, без перебоя, без боя, нормально поддерживать беседу, грубо говоря. Ну да, так и есть, потому что, это тот темп, который позволит, на высоте, вы сможете своему организму дать возможность долго вот работать с этим темпом. То есть, если у вас темп выше, вы начинаете задыхаться, вам воздуха не хватает, то на большей высоте организм будет переживать больше стресс, большие нагрузки, вам еще сложнее будет дышать. Возможно, будут еще более там крутые участки, которые будут выбивать вас из темпа тоже и из ритма дыхания, еще будет сложнее. Поэтому основная задача это вот уметь тренироваться вот в таком темпе неспешном, потому что на горе темп будет точно такой же. И плюс постоянные тренировки вот такие, они помогают человеку, скажем так, лучше слышать себя во время нагрузок, понимать, сколько у вас осталось сил, как вы себя чувствуете, то есть уметь сохранять вот этот темп на протяжении длительного времени. То есть если не тренируешься, то тебе сложнее, у тебя рваный темп в принципе получается постоянно во время подъемов. А так выходит, что ты слышишь свой организм, чувствуешь, когда надо чуть быстрее, чувствуешь, когда надо чуть медленнее, и таким образом на горе реально сил сохраняется гораздо больше. Получается у нас 90% в медленном темпе пробежек и 10%... грубо говоря, то есть если человек там хочет, в принципе, только какие-то начальные восхождения делать, то не надо там заморачиваться над сильно процентами и над там, не знаю, какими-то специальными техническими упражнениями или там скалолазанием, там люди на скалодром ходят, еще куда-то. То есть если это все классические такие штуки, то есть где вы просто планируете вначале ходить по снегу в кошках, например, то тренируйтесь, как я уже сказал, в таком темпе, как будто вы идете по снегу в кошках. То есть, да, основное это должно быть много бега,
может быть много ходьбы под горку, как я уже говорил. И дополнительно очень желательно включать, то есть, да, небольшой процент, там, может быть 10, может быть 20%, ну это условно, надо понимать, сколько вы в итоге в неделю тренируетесь, но небольшая часть ваших тренировок это должны быть какие-то такие общие физические, ну условно силовые, не знаю, упражнения, которые типа приседаний, типа отжиманий, вот такого вот, просто для того, чтобы вы общие группы мышц, ну, свои держали в тонусе. Плюс дополнительно, кроме нагрузок на конечности, то есть ноги, руки, очень желательно вот в эти общефизические упражнения включать нагрузки на мышцы корпуса, потому что это очень такая важная штука. Большинство людей об этом, в принципе, не задумывается, но если мышц корпуса у восходителя сильных нету, то ну, сколько руки-ноги не качай, в итоге на горе тоже тебе будет плохо и тяжело. Это такая даже у сильных спортсменов распространенная ошибка. То есть если начинаете как-то упорядоченно тренироваться и хотите там себя в хорошую форму привести, то вот как раз силовые все упражнения, их начинать нужно вот как раз с мышц корпуса, а потом это уже... пресс и спина. Пресс, спина, да, то есть все... Боковые мышцы пресса, ну, все мышцы спины, то есть, в принципе, это те мышцы, которые во время восхождения постоянно работают. Тоже вы носите рюкзак, ну, характер движения такой, что как бы эта часть тоже все время в нагрузке. Вот то приложение Fitify, что ты мне сбросил. Ну, это да? самая популярная приложуха, с ней просто заниматься. Приложение, да, себе выбираешь тренировку, я выбираю силовые, как для разминки. Выбираешь зону, которую хочешь прокачать, там условно пресс или спину, выбираешь время тренировки, получаешь там 7 или 10 минут просто суперинтенсивной тренировки, которая, крепатура у меня первый раз была после этого занятия. Ну да, я себе выбирал пресс сначала, потом спину, потом взрывные прыжки на ноги. И это была у меня для такой разминки перед тем кругом отжиманий, подтягиваний и пистолетиков, которые уже для себя делал индивидуально. Ну, да, сколько тренировок в неделю рекомендуешь для начинающих? Да, для начинающих, если вы совсем начинающий, скажем так, не стоит тренироваться однозначно каждый день, но и не стоит запускать, то есть там типа раз в неделю делать. Если вы хотите, чтобы ваша форма росла, а не просто сохранять какую-то там худо-бедную кондицию физическую, то однозначно нужно, чтобы в тренировках была регулярность. Если мы основные тренировки проводим, как мы уже сказали, то есть аэробные, это там спокойные, в низком темпе, то интенсивность этих тренировок, соответственно, невысокая, значит восстанавливаемость быстрая. То есть человек восстанавливается после таких тренировок достаточно хорошо. Большинству людей достаточно там суток, чтобы после короткой пробежки уже там не слишком сильно чувствовать последствия этой самой короткой пробежки. В идеале, то есть минимум, чтобы проходили сутки между вот этими вот аэробными тренировками. Если вы чувствуете, что этого мало, то больше, но не стоит делать такие тренировки там через 3-4 дня, потому что за эти 3-4 дня вы не только восстановитесь, но уже как бы вот этот подъем после тренировки, так называемая суперкомпенсация, он уже тоже пойдет на спад, и как бы следующая тренировка, она пройдет, в принципе, в том же кондициях, что и первая. А наша идея как бы в этих всех упорядоченных тренировках в том, чтобы потренироваться, немножечко устать, потом организм восстанавливается и дает немного отдачи вот этой суперкомпенсации. То есть регулярность важна. Да, наша задача в том, чтобы следующую тренировку такого же плана провести в тот момент, когда вы вот находитесь в состоянии этой суперкомпенсации. То есть вы чувствуете, что вы полны сил и хотите снова позаниматься. Вот когда вы такое чувствуете, значит это... А что делать, если не чувствуешь? Если не чувствуешь, что полон сил и хочешь позаниматься, значит надо просто тренировочный объем немножко уменьшить. То есть если вы там бегаете условно полчаса, может быть интенсивность нужно уменьшить. То есть если вы бегаете полчаса и все равно вам тяжело, и через день вы все равно никуда не хотите, ничего не хотите делать, может быть, бегайте пока что не полчаса, 20 минут. Посмотрите на ваш средний темп, если вы там бежите быстрее, не знаю, чем там 6-7 минут километр, то это вообще тяжело для организма постоянно так бегать, особенно с непривычки. Может быть, нужно темп тоже немножечко сбавить. Тут уже как бы есть какие-то базовые правила и понятия, но никто, кроме вас, в любом случае не решит, насколько нужно. Либо профессиональный тренер, если он вам помогает. То есть только он может решить, как дозировать эти нагрузки, поэтому надо, чтобы человек слушал себя,
как он себя чувствует, и уже от этого как бы исходи. Окей, я думаю, с базой мы разобрались. Ты вот мне составил такой крутой тренировочный план, которому я начал следовать. Вначале я, кстати, сказал, что почему-то так сильно мало бега. Мне показалось, что там интенсивные пробежки 20 с чем-то минут. Думаю, что за ерунда, можно же бегать побольше. Но потом, когда я начал идти по нему, я на самом деле почувствовал очень большую нагрузку, и спустя 2 недели даже там пропустил тренировку из-за чрезмерной усталости. Поэтому давай перейдем к нему. Расскажи, по какому принципу ты его строил. Там есть какие-то макроциклы, микроциклы, мезоциклы. Что это все такое? Да, сейчас попробую. На что ты опирался, да, строя вот Попробую объяснить в 2 словах, да. Ну, на самом деле, как бы, такие вот упорядоченные тренировки, там, с дозированными нагрузками, с графиками и всем остальным, это, ну, там, за полчаса объяснить достаточно сложно, то есть можно только, ну, там, в 2-3 словах вкратце как бы объяснить в принципе. Основная идея какая? То есть, как я уже говорил, мы имеем объект, конкретную гору, к которой готовимся. 2 летом у нас. Да, то есть для этого тренировочного цикла основной объект это К2. Мы знаем определенные даты, времени, то есть когда, ну, приблизительно, когда там будет время вот уже для штурма, ну, как бы окончательного. Вот. И от этого времени мы можем растянуть там, продолжительный какой-то цикл подготовительный, чтобы в максимально хорошей форме подойти уже к попытке штурма. Как правило, если делается там для какой-то серьезной большой горы, то тренировочный цикл он там должен быть хотя бы 26 недель, это полгода. В нашем случае там как раз где-то так и получается, насколько я помню. В нашем случае получается, когда мы начали с января условно начали. Ну да, с января и конкретно, то есть попытка уже будет происходить в июле, соответственно. В конце июля. Да, по времени, то есть даже с небольшим запасиком, но это лучше, чем без запасика. Основные, то есть принципы какие? Весь этот тренировочный цикл, это в принципе, ну и есть как бы наш макроцикл, то есть принято его называть так, то есть большой цикл там длительностью в полгода. Его можно разбить на определенные, ну такие по смыслу как бы обособленные кусочки, так называемые мезоциклы, то есть это определенные промежутки, ну, основного цикла, макроцикла, во время которых мы там в определенный мезоцикл над чем-то, ну, основным работаем, да, какие-то разные цели, в общем, преследуем для каждого мезоцикла. Внутри этого мезоцикла находятся, ну, маленькие тренировочные такие кусочки, то есть микроциклы. Как уже человек строит себе этот цикл, ну, либо тренер там строит, то есть кто-то может считать микроциклом вообще одну тренировку даже, там кто-то, допустим, неделю, да, кто-то там еще как-то. То есть это уже, ну, у каждого там свои какие-то заморочки. Вот, то есть основная задача наша такая, чтобы во время цикла интенсивность тренировок и объем тренировок, они, ну, постепенно изменялись, то есть в большую сторону, скажем так. При этом, ну, как бы все вот эти упорядоченные тренировки, как бы там задумано все так, чтобы, ну, грамотно подходить вот к процентному соотношению внутри, там, например, недельных циклов, чтобы процент силовых тренировок, там, пробежек или еще чего-то, чтобы он был, ну, как бы заранее обдуманный, то есть мы четко понимаем, почему у нас там в определенном цикле больше силовых, в другом цикле там много пробежек, наоборот, в каком-то цикле это могут быть, не знаю, там пробежки или ходьба в гору с очень высокой интенсивностью, там еле дышишь, в каком-то наоборот. То есть все это имеет там, ну, медицинскую, физиологическую подоплеку, то есть долго это, ну, быстро это не объяснишь. Тут вот есть какие-то коэффициенты 0,56, 1,16, 1/1, потом я вижу, они растут. Что это за коэффициенты? Первый цикл это транзитный, это подготовительный у меня какой-то. Да, значит, можем по циклам, да, быстро, Давай так, чтобы это, я так понимаю, да, что люди потом получат доступ к этой там условной табличке. Да, мы скинем табличку, можно будет посмотреть, о чем мы говорим, собственно, предметно. И там я буду отмечать свои тренировки, сможете смотреть. Да, значит, основная идея какая? Транзитный цикл, ну, либо подготовительный цикл, его там по-разному тоже можно называть. То есть это та часть тренировочного цикла, которая, ну, у нее задача просто подготовить человека, который тренируется, к продолжительным нагрузкам. То есть часто бывает так, что
мы начинаем новый тренировочный цикл, там, после, например, предыдущего сезона, когда мы там ходили где-то в горы, много тоже тренировались, потом отходили все, что хотели, потом стали отдыхать, и в итоге мы там месяц вообще ничего не делали. Вот. То есть этот вот транзитный цикл, он сделан для того, чтобы человек снова просто привык к распорядку постоянных тренировок, влился, да, привык к тому, что каждый день там условно надо что-то делать, то есть на раскачку, короче говоря. Вот. Циферки, которые стоят, это я просто поставил для тебя, для удобства, чтобы ты видел, какие... То есть единичка — это объем первой недели тренировочной. Ты просто видишь в течение времени, ну, как изменится твой объем. То есть если у тебя объем первой недели тренировочной был, насколько я помню, там 200 минут, по-моему, да, то можно посмотреть в первой вкладочке вот этой транзитный макроцикл. Единичка — это изначально был 200 минут объем. И вот это просто тебе для удобства ориентирования, что ты будешь видеть, например, там на 10-ю неделю у тебя уже объем там 1,47 от единички. То есть это уже будет там 300 минут, например, да, то есть это недельный объем, там 5 часов. А как ты вот эти коэффициенты брал? 1,47, 1,28? Нету какого-то определенного золотого правила, то есть как там эти коэффициенты, это уже, ну, мы исходим из того, какой там твой средний уровень сейчас, там в начале цикла, то есть можешь ли ты каждонедельное увеличение объема переносить или не можешь, то есть это уже, ну, как бы по месту делается и смотрится, то есть, и эти коэффициенты, они могут меняться в течение цикла, то есть если сейчас у нас, например, там какая-нибудь 12-13 неделя, там 1,86 объем, ну, от изначального объема, возможно, она будет потом меньше, может быть, тебе тяжело будет, ну, с таким объемом работать. То есть это гибкая штука, мы ее по ходу дела как бы можем немножко менять для того, чтобы... отзывам, скажем так. Да, то есть да, то есть транзитный цикл мы его просто прошли как бы и потренировались, а дальше уже от базового цикла мы будем, ну, стараться каждые 4 недели делать такой срез, скажем так, контрольный твоей формы, и от этого уже будем смотреть. То есть если будет видно, что, например, по, ну, базовым показателям там форма не растет так, как ожидается, то, возможно, мы сделаем какие-то изменения чуть-чуть в объеме. У меня уже вот получается сколько? 9 недель в сумме примерно, или 10 недель. Я буду тут на равнине с нормальными тренировками. 5 уже прошло, 5 еще остается, вот базовый цикл первого уровня. Далее идет трекинг в Непале у меня получается. Там тоже записаны будут какие-то тренировки. Да, там тоже будут тренировки, просто если мы знаем, например, что у тебя, ну, больший, скажем так, процент аэробных нагрузок, он, ну, заместится треком сам по себе, то есть ты там, в принципе, когда ты на треке, бегать тебе не надо. Но от того, что ты будешь все время на треке, там силовые тренировки, например, или интервальные какие-то, они сами себя не сделают, поэтому... Все равно придется делать. Да, поэтому все эти тренировки, да, которые как бы трек не замещает, их делать придется. Да. Хорошо, после трека... Но их немного в любом случае, да. Ну, процент как бы их небольшой все равно относительно там. После трека у меня там будет дней 10 отдыха в Покхаре, там я тоже нормально тренируюсь, дальше идет Лхотзе, восхождение. Как это можно, ну, это 8500, это серьезная гора. Ну, да. Можно ли ее в принципе рассчитывать как тренировку? Да, в нашем случае, то есть изначально план тоже, когда мы строили, я Тараса сразу спросил, чтобы он мне расписал, ну, как бы весь график свой. Ну, в принципе, и так знаем всех график в течение года, да, то есть и уже строился этот план конкретно от, ну, личного графика человека, то есть мы знаем, где Тарас будет находиться, соответственно, можем понять, ну, какие тренировки лучше, ну, и, скажем так, имплементировать, ввести в его там привычный ритм жизни, да, там в Непале или еще где-то. Да, то есть у нас в середине тренировочного цикла, ну, восхождение, которое по факту... У тебя вообще Эверест. Да, которое по факту тоже нифига себе непростое, вот. Но, ну, так бывает, как бы у там альпинистов, которые там большой процент времени проводят в горах, часто бывает так, что вообще, ну, там у меня были такие сезоны, когда ты там 200 плюс дней находишься на восхождениях, и все равно ты должен эти восхождения тоже, ну,
понимать, что по Использовать сути как это как тренировку. тренировка, и ты должен грамотно к ним подходить. То есть не просто лазить как попало и что попало, а точно так же как бы ты пытаешься это все дозировать, просто ну, накладываешь эту кальку на тот график восхождений и там как-то чуть-чуть, может быть, его видоизменяешь именно для того, чтобы в хорошую форму прийти в итоге. То есть то же самое будет и здесь. Будем, ну, как бы пытаться ту активность, которая будет проходить на горе, пытаться как бы ее тоже сдозировать, предугадать и посмотреть, ну, то есть, чтобы, Ну, в форма, принципе, чтобы на форма горе- росла, да. Да, на горе там же, если допад кумбу, там получается немножко есть и интервальных нагрузок. Да, понятное Если дело, что чего, никто да. не скажет, что ты там подымешься во второй лагерь и там отжимайся. должен отжиматься 100 раз. Вот, то есть такого не будет. То есть в случае с следующими циклами, вот, которые интенсивные у нас называются в графике, интенсивный 1, Ну, это как интенсивный раз 2. То есть, экспедиция. да, в нашем случае это экспедиция. Там, в принципе, это уже как бы полная имитация восхождений, потому что это и есть уже восхождение на горе. То есть там ничего там специального выдумывать мы не будем. Возможно, будем выдумывать только в случае затяжной непогоды, для того, чтобы организм не застаивался там во время каких-то отсидок в базе или еще где-то. Вот там 100% придется делать дополнительные упражнения, просто для того, чтобы сохранить график нагрузок. Как ты вообще считаешь, вот весной сходить на 8000, это плюс перед летним восхождением на 8000? Или лучше, если там, допустим, главная цель это летом К2, есть ли в пользу от весенних 8000, или лучше плавно дома внизу тренироваться? Если человек, ну это такой вопрос риторический, можно много обсуждать. Если человек, ну мое мнение такое, если человек не там занимается этим круглый год, вот, то я бы рекомендовал, конечно, не перебарщивать с восхождениями. То есть, если есть какая-то основная цель, например, летом, то однозначно лучше упорядоченно, спокойно и планомерно к тренировкам подойти дома. Возможно, да, с помощью там специалистов. Таким образом, вы, ну, там, гораздо больше шансов у вас есть набрать плавно и хорошо эту нужную физическую форму, и гораздо меньше шансов в процессе заболеть, простыть, получить травму и все остальное. Ну и напротив, если человек занимается этим все время, то, как правило, там физический уровень выше среднего, человек готов к таким нагрузкам, может долгое время находиться там на восхождениях, еще где-то. То есть, если все это делать грамотно, аккуратно, то пойдет только на пользу. Но это только в случае, ну, как бы, если реально вы занимаетесь, готовитесь, то есть, ну, понимаете, что это вот первый, ну, вот эти, там, в твоем случае восхождение на Лхотзе, то есть мы понимаем, что это действительно тот объем, который мы можем пережить и перенести в процессе подготовки к гораздо более сложному объекту. То есть, если мы понимаем, что если мы там начнем разминаться и там же и замнемся, то, ну, тогда лучше, конечно, не ехать. Посмотрим, как у нас это все получится. В Ну конце да, лета, да. после К2 сможем уже сказать о собственных ощущениях. Я просто с кем не общался, ну, примерно 7 из 10 тех, кто ходили на К2, ходили весной на какой-то другой 8000-ник перед этим. Ну, с кем мне довелось пообщаться. И мне вот советовали, поэтому, собственно, я себе так и придумал сходить весной на Лхотзе, а летом уже на К2. Ну, большой вопрос еще кислорода. То есть, если человек планирует пользоваться, если же человек планируешь кислородом, планирует пользоваться кислородом, то, конечно, ну, я думаю, это нормально. Если там идти на Лхотзе без кислорода, то даже там с серьезным как бы тренировочным планом, ну, характер нагрузки будет такой, что там, ну, шансов восстановиться и в хорошей форме прибыть, ну, в Пакистан немного, чтобы там еще и на К2 сходить без кислорода. Вот, это, ну, там, как бы уникальный случай с уникальными людьми, поэтому, ну, то есть. Пока мне только с кислородом, чтобы целым и здоровым возвращаться вниз. Хорошо, у нас дальше после интенсивных идет восстановительный период. Это 2 недели примерно, пока мы будем в Украине. И раньше я все время думал, что после экспедиции нужно отлеживаться и вообще никаких тренировок, ничего. Но я вижу с коэффициентом 1, 1,3 у нас записаны какие-то. Что-то будет? Да, то есть тренировки еще будут. Тут большой вопрос, ну, как бы, какие это тренировки. То есть восстановительный этот период, они в любом случае должны сохраняться, но должны
ну, то есть, ну, это будут такие совсем лайтовые. То есть это как раз вот то, что называется восстановительные тренировки. Походить, погулять? Типа, ну, походить, погулять, много каких-то совсем простых пробежек, много там упражнений всяких на растяжку и всякое такое. То есть ничего военного, ничего суперинтенсивного не будет, то есть, но как бы организм в тонусе мы все равно должны держать и как бы давать какую-то совсем небольшую дозированную нагрузку, ну, чтобы видеть, что происходит, как мы восстанавливаемся, как мы себя чувствуем и все остальное. Вот, то есть это будет. Но к тому времени это уже там, не знаю, какая по счету неделя, то есть и у нас там объем 1, то есть это объем, ну, 1-1,3, это всего лишь на 30% больше, чем тот объем, с которого ты начал вообще тренироваться. Если после всех вот этих прожитых мезоциклов как бы тебе этот объем 1 вообще будет чувствоваться, значит тренировки наши что-то пошло не так. Потому что по опыту обычно человек, если так, ну, занимается уже серьезно, упорядоченно, то ему там эти сколько-то часов в неделю уже как бы вообще... Дальше что у нас? Идет предпиковый период с 15 июня. Это, собственно, трекинг к базовому лагерю и начало акклиматизации. Ну и да? акклиматизация, по сути. То есть в 4 недели как бы это вот трекинг и активная фаза акклиматизации. Скорее всего, на минимум 1 или 2 ротейшн все равно понадобится. Угу. Потом неделя отдыха. Ну и потом само восхождение, да? Да, да. Ну, на самом деле интересно. И мне вот прям очень сильно нравится заниматься по плану, потому что ты каждое утро просыпаешься, у тебя есть мысли, что нужно сегодня потренироваться, ты заходишь в табличку, смотришь, какая у тебя тренировка, и, собственно, встаешь тренироваться, потому что раньше я себе, хочу сегодня пробежать 15 километров, пошел, пробежал 15, не, сегодня мне впадло бежать 15, побегу 10, и все было так больше по наитию и менее организовано. Ну да. Что еще можно добавить? У меня вот еще есть вопрос к распределению тренировок по дням. Вот есть у нас сколько? 4 основных типа тренировок записано у меня. Анаэробная зона 2, силовая, анаэробная зона 1 и ниже зоны 1. Аэробная зона 1. Аэробная, да, все аэробные зоны 1, 2 и аэробная зона ниже 1. Я вот, первое, что ты сказал, что силовые нельзя ставить там на следующий день или через день. Надо, чтобы 72 часа в идеале прошло. Да, в случае с силовыми, да, это я перед этим Тарасу говорил, то есть если тренировки такие, более высокой интенсивности, какие-то, то, что мы говорили, там, с какими-то общефизическими упражнениями, когда вы там устаете, мышцы забиваются и все остальное, со временем туда добавятся еще тренировки, не только с собственным весом, но и, возможно, с дополнительным весом. Но с этим надо быть осторожным тоже, чтобы не набрать в процессе этих тренировок самому лишнего веса. Вот, то есть такие тренировки, они... Подожди, перебью тебя про лишний вес. Получается, что наша суть тренировок оставаться в прежнем весе, но развивать силу мышц. Ну, и, набирать вес так. И мышцы, это не есть очень хорошо. Это зависит, это индивидуально все. То есть в конкретно взятом случае есть, может быть, человек, которому надо тренировочный план разработать, и у него явно его текущей мышечной массы не хватает там, для того, чтобы в экспедицию ехать. В твоем случае хватает, да. То есть наша задача не слишком ее увеличивать, в идеале вообще не увеличивать, но при этом увеличить работоспособность мышц, возможность их переносить там продолжительные нагрузки, и быстрее восстанавливаться. Я вот после силовой себе поставил зона 2 пробежка. Это не есть сильно хорошо. Но это не очень хорошо, потому что, да, то есть силовые тренировки, они, как правило, энергозатратные, и организм, особенно это тоже для сердца как бы влияет. Организму надо какое-то время, чтобы восстановиться, то есть и с новыми силами уже к следующей такой же тренировке подходить. То есть если вы делаете такие тренировки каждый день, то, оно вначале, оно вначале может казаться, что прикольно, типа такой подрыв, и ты там хочешь, но в целом очень быстро придет, как я уже сказал, организму нужно время, чтобы восстановиться, соответственно, каждый день, если вы будете заниматься, общая утомляемость быстро накопится, и хорошую форму, не получится набрать, плюс чем выше такая общая утомляемость будет, тем выше шансы в итоге, когда интенсивность будет расти, получить травмы какие-то. Соответственно, мы должны хотя бы 72 часа, это в зависимости от тренировки, такой вот восстанавливаться, и только потом, то есть через 2-3 дня начинать следующую подобную тренировку. Смотри, у меня тоже еще был вопрос, в табличке, в зависимости от графика движения, я в это время был на Шри-Ланке, об этом тоже будет крутой видосик.
В общем, иногда мы ездили на экскурсии, и не было возможности нормально потренироваться. Я вот сначала составил себе там оптимальное расписание, а потом переставлял. И в итоге у меня вот получается, допустим, силовая, а потом идет аэробная зона 2 сразу же. В принципе, если человек чувствует, ну в данном случае ты сам чувствуешь, ну что типа после силовой тренировки ты там сильно не устал, то можно, конечно, добавлять. Но я бы так делать не стал, то есть в идеале, чтобы, ну вот это во второй зоне, то есть чуть более интенсивная там пробежка или ходьба в гору, ну, чтобы она была разнесена с силовой, то есть они были в разные. Но в принципе, если менять тренировки в границах вот этого микроцикла какого-то. Менять можно, основная задача вот такая, чтобы ну, по возможности сохранить достаточный промежуток между силовыми тренировками 2 в неделю, чтобы ты успевал восстановиться. Не делать тренировку во второй зоне в один день силовой или сразу же там рядом, то есть в идеале, чтобы тоже был хотя бы день расстояния, да. А тренировки в первой зоне, их можно, в принципе, делать ну, как угодно, в каком угодно порядке. Да, даже в те дни, когда вы делаете силовую, никто не запрещает делать пробежку. Более того, это даже хорошо. То есть, например, после силовой тренировки можно замяться пробежкой. Я вот, кстати, один раз так сделал. После силовой побежал, я не помню, в первой зоне или в какой. И на самом деле было тяжело. Тяжело, это да. Я думал, есть. может наоборот, сначала делать легкую пробежку, потом силовую. Если в один день. Оно в голове кажется, что так проще. Ну, типа, что ты вроде разогрелся, размялся и такой оп-оп-оп, и потренировался. Ну и в принципе морально как бы хуже не будет от этого. Но физиологически, там этот, короче, долго объяснять, но физиологически очень прикольно это вот сделать силовую, а потом заняться пробежкой, да. Вот. Но тут вот основная задача сохранить вот эту интенсивность. То есть, если ты знаешь, что у тебя ну, в первой зоне, вот, в пределах аэробной зоны, то есть, когда ты там спокойно дышишь, то, возможно, после силовой тренировки уже организм изначально более утомлен, и тебе для того, чтобы там бежать, ну вот в этом темпе, ты будешь бежать еще медленнее. То есть, и тебе надо себя контролировать, не топить вперед, ну, быстрее, потому что тогда, ну, поднимется пульс сильно, и будет уже как бы не первая зона. То есть в итоге ты еще больше устанешь, будет только хуже, да. Ну, Никита, спасибо за детальное объяснение. Я думаю, мне было лично очень интересно, думаю, всем нашим зрителям интересно было. Все мои тренировки будут вот в документике. Отдельно мы оставим профиль на Strava. Там все мои пробежки отмечаются. Что добавить? Раньше мне не хватало дисциплины по тренировках. Теперь, когда есть табличка с дисциплиной, стало намного легче и проще. Я даже строю свой график дня, исходя из того, какая тренировка у меня запланирована. Ну, потому что К2 серьезная гора. И тренироваться нужно тоже серьезно к ней. В общем, надеюсь, у нас все получится. Спасибо и всем тренировок и хороших гор в наслаждении и в удовольствии. Тренируйтесь, ходите в горы. Всем пока. Да, делайте это с кулуар. Пока. И вот, друзья, как мы сейчас рассказали про тренировки, у нас есть большой макроцикл, и, скажем так, который подводит нас к нашей основной цели. Также я себе поставил такой макроцикл на YouTube. И к концу 2020 года мы хотим набрать совместными усилиями 50 тысяч подписчиков. Тут нужна ваша помощь, конечно. Оставляйте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно рекомендуйте своим друзьям. В этот канал вкладывается очень много моих сил, вот сил там того же Никиты, времени, всех гостей, сил там монтажеров, операторов. В общем, это большие коллективные усилия, и хочется получать тоже обратную связь от них и видеть результаты. Поэтому подписываемся, рекомендуем друзьям и ходим в горы. Все, пока.